Приветствую, друзья, на канале Каска. В этом видео вы узнаете, как с помощью настроек графики можно оптимизировать Black Myth Wukong. Это даст нам большое количество FPS. При этом не очень сильно потеряем в качестве картинки. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, ну а мы начинаем. Спонсор сегодняшнего видео — интернет-магазин ksoft.store, на котором вы найдете проверенные ключики на Windows 10, 11, антивирусы, офисы и даже различные подписки. Да, Бустецкий это вам не даст, но тем не менее вы обезопасите свои личные данные. А приобретая комплект, там можно очень хорошо сэкономить. Ну и по промокоду Каска получите скидочку в еще 5%. Магазинчик проверенный. Все отзывы можете найти в Яндексе, Отзовике и так далее. Все ссылочки я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Детализация объектов вдали определяет качество обработки удаленных объектов. Переход с низкого качества на среднее на FPS никак не повлияет. А вот уже высокие и ультра скушают примерно 1% производительности. Рекомендую среднее качество. Качество сглаживания должно убирать лесенки в игре, но на любом пресете сглаживания разницы никакой нет. Ни по FPS, ни по картинке. Рекомендую низкое качество. Качество постобработки отвечает за различные фильтры, такие как глубина резкости, свечение, рассеивание и так далее. Тут в точности как и со сглаживанием. По FPS и визуально никаких изменений нет, при этом я тестировал в разных локациях. Рекомендую низкое качество. Качество теней отвечает за уровень детализации теней. Переход с низкого качества на среднее скушает около 2% производительности. При этом низкое качество отключает многие тени на объектах и на самом ГГ. Высокое качество скушает 3% и ультра целых 6%. Для достаточно мощных ПК рекомендую высокое качество, для всех остальных низкое. Качество текстур влияет на детализацию предметов, строений и персонажей. Низкое и среднее качество на FPS никак не влияет, но визуальная разница заметна. Высокое и ультра скушает по 1% производительности, а реалистичное качество скорее всего погрешность, но почти 1%. Для FPS ставим среднее качество, для визуала высокое, а если позволяет видеопамять, ультра либо реалистичное. Качество визуальных эффектов отвечает за туман, плотность облаков и способности. Переход с низкого качества на среднее скушает не более 1% производительности, а вот высокое и ультра в зависимости от локации и самого сценария. Иногда 2%, может быть и более. Рекомендую низкое качество, но если позволяет FPS, высокое. Качество волос должно отвечать за их детализацию, но это на бумаге. По факту каждый из пресетов по FPS и визуально никаких изменений не имеют. Рекомендую низкое качество. Качество растительности отвечает за плотность травы. Каждый переход скушает примерно по 1% производительности. Для FPS рекомендую низкое качество. Для визуала среднее, иногда высокое. Общее качество освещения отвечает за затенение, освещение и так далее. Переход с низкого качества на среднее скушает чуть больше 3% производительности. При этом визуальная разница бросается в глаза. Высокое скушает около 6% и ультра с реалистичным качеством более 15%. Для FPS, конечно же, ставим низкое, а для визуала рекомендую среднее. Качество отражения отвечает за обработку отражений на поверхности воды. Низкое, среднее и высокое плюс-минус одинаковое по FPS. К тому же низкое качество тоже имеет отражение, то есть они не полностью выключаются, а ультра скушает около 1-2% производительности. Рекомендую низкое качество. Масштабирование изображения. В игре нам доступно DLSS, TSR, FSR, XS. Все, кроме XS, поддерживают генерацию кадров. Для того, чтобы изменить пресет качества масштабирования, нам нужно ползунок на степени выборки сглаживания сдвинуть влево либо вправо. На каком именно мы уровне сглаживания, нам подскажет описание. Лучший результат показывает DLSS. Но у кого видеокарта 30 серии и ниже, либо AMD, нам с вами недоступна генерация кадров от DLSS. Поэтому, если будете использовать генерацию кадров, то лучше выбрать FSR. Что я могу в этом случае порекомендовать? Если у вас RTX 3060 Ti, либо ее аналог, вы играете в Quad HD разрешении, выбираем DLSS и ставим степень выборки сглаживания на 75. В таком случае картинка не сильно замыливается и получаем более-менее нормальный FPS. По поводу трассировки лучей посоветовать что-то я не могу, потому что на 3060 Ti в Quad HD разрешении с оптимизированными настройками, включенным DLSS на качество, в
FPS режется почти в 2 раза. Я лично скипаю. Оптимизированные настройки графики на вашем экране. А теперь давайте их сравним против ультракачества. И там я поставил масштабирование на 88. Так как в эту игру без масштабирования изображения на большинстве видеокарт не поиграешь, а из-за использования DLSS у нас выходит чуть больше кадров, можем позволить себе некоторые настройки повысить. Это одиночная игра, и я рекомендую обратить внимание на освещение и особенно растительность. Мы ее будем наблюдать постоянно, поэтому старайтесь добиться как минимум высокого качества. Также не забывайте обязательно обновить драйвера на видеокарту. В моем случае после обновы прибавилось примерно 5% к производительности. Благодаря этому я повысил детализацию объектов вдали, качество растительности и общее качество освещения до высоких. У нас остались последние штрихи, которые нужно сделать на рабочем столе. Погнали! Ребятки, если у вас есть желание, а самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Оказавшись на рабочем столе, нажимаем поиск, пишем настройки. Графики. Кстати, все эти манипуляции работают как на 10, так и на 11. Нажимаем обзор, переходим в папку с игрой, в моем случае это Steam, Steam Apps, Common, Black Myth Wukong, B1, Binarious, Win64. И здесь нас встречает приложение B1 Win64 Shipping. Нажимаем добавить. Параметры и ставим галочку на высокая производительность. Сохранить. Переходим на параметры графики. Если вам доступно аппаратное ускорение, я рекомендую его включить. Как пишет описание, это уменьшает время задержки и увеличивает производительность. Перезагружаете вашу систему, залетаете в игру и проверяете ваш FPS. То же самое касается и наоборот. Если у вас уже включено аппаратное ускорение, выключаем, перезагружаем ПК и залетаем в игру. Возможно, повысится производительность. Бывает и такое. Плюс, если у вас Windows 11, ставим галочку на оптимизацию для игр в оконном режиме. В панели управления NVIDIA переходим на управление параметрами 3D, программные настройки, нажимаем вот сюда и ищем Black Myth Wukong. Если здесь, допустим, ее нет, нажимаем добавить и ищем уже в этом списке. То же самое, если, допустим, ее здесь нет, нажимаем обзор, переходим в папку с игрой, B1, Binarious, Win64 и приложение, то же самое Shipping, открыть. Анизотропная фильтрация. Для FPS выключаем, для всех остальных оставляем управление от приложения. Вертикальный синхроимпульс. Если в игре вы его не используете, тогда выключаем. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту, Vulkan OpenGL. Выбираем DXGI, режим низкой задержки. Выключаем режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности, совместимо с OpenGL. Приоритет совместимости, и в самом низу нас встречает фильтрация текстур качества. Выбираем высокая производительность и нажимаем применить. По сути, базовые настройки мы с вами сделали, но если вам необходимо еще больше FPS, по ссылке в описании находится моя телега и мой Discord. Качаем архивчик, называется архив Байкаска версия 2, будет прямо в закрепе. Здесь у нас есть настройка видеокарты, AMD, Intel, NVIDIA, очистка, то есть залетаете, все это очищаете, твики реестра, делаем их активацию, кроме сетевого тротлинга. Если нужно будет вернуть бэкап файлов реестра, здесь находятся сразу бэкапчики и плюс можете заранее в картинках сделать бэкап для рукастых, ногастых и так далее. MSI мод. PKM, запуск код имени администратора. Находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI. Приоритет мы выбираем High и нажимаем Apply. Закрываем. Xbox Game Bar отключаем обязательно. И схема питания максимальная производительность. Копируем команду, нажимаем PKM, копировать. Нажимаем PKM на пуск.
Windows PowerShell администратор, либо командная строка, и нажимаем Ctrl+V. Если не вставляется команда, просто PKM, Enter, закрываем, открываем ярлык схема питания, показать доп. Схемы и ставим галочку на максимальную производительность. После всех этих настроек залетаем в игру и наслаждаемся. И если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч!